Привет, армии! Февраль 2026 года не наступил с грохотом. Не было фейерверков, взрывающихся в ночном небе. Не было громких заявлений, доносящихся со всех уголков цифрового мира. Нет, он прокрался словно шепот ветра, нежный и неприметный, унесенный на крыльях одного тихого, почти бесшумного шага — Ким Тэ-хёна. Представьте себе, часы отсчитывают время, переходя от полуночи к раннему утру 7 февраля 2026 года. В Сеуле, городе, который никогда по-настоящему не спит, улицы были окутаны зимней тишиной. Река Хан-Шань текла спокойно, ее воды отражали слабое свечение небоскребов, возвышающихся над мегаполисом. Для большей части мира это было просто еще одно субботнее утро, такое, когда люди просыпались с зевками и предвкушением выходных. Но для преданных сердец армии, глобального фандома, который ждал с замиранием сердца почти 4 года, этот день был предопределен задолго до того, как солнце поднялось над горизонтом. Прежде чем продолжить чтение этой истории, остановитесь на мгновение. Всего 5 секунд. Закройте глаза, если можете. Сделайте глубокий вдох. Вдох через нос, выдох через рот. Почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие. Стабилизируйте пульс. Потому что то, что произошло тем утром, было не просто отъездом мирового кумира из международного аэропорта Инчхон. Это было начало долгого, тихого путешествия, которое, тем не менее, потрясло мир до основания. Путешествие, которое заставило миллионы глаз замереть в благоговении, миллионы сердец биться, не понимая почему, словно невидимая нить связала их всех с этим единственным моментом. Утреннее небо Южной Кореи стало свидетелем этого, раскрасив сцену в оттенки бледного голубого и мягкого серого, в таком свете, о котором мечтают фотографы. Ким Тэ-хён, известный миру как Ви из BTS, покинул родину без лишних слов, без грандиозных жестов, без драматизма, который так часто сопровождает жизнь кумиров. Он двигался с грацией человека, научившегося преодолевать бури, становясь их центром. И все же именно в этом заключалась его сила, не в пампице или зрелищности, а в мирной ауре, окружающей его, которая, казалось, распространялась по каждому уголку аэропорта, словно успокаивающий бальзам. Камеры вращались в унисон. Море объективов жаждало малейшего взгляда. Вспышки вспыхивали, словно далекие звезды, освещая терминал отрывистыми вспышками белого света. Сотрудники службы безопасности образовали живой барьер. Их лица выражали профессиональную решимость, в то время как фанаты, те немногие счастливчики, которые провели ночь на улице, прижимались к баррикадам, их голоса звучали как приглушенный хор любви и тоски. Но Тэ-хён шел как всегда, спокойно, собрано, полностью присутствуя в моменте. Его шаги были размеренными, каждый шаг обдуманным, словно окружающий его хаос был всего лишь легким ветерком, шелестящим листьями. Это было не просто межконтинентальное путешествие, незначительный скачок через часовые пояса. Нет, это было путешествие, имеющее глубокий смысл, первый коллективный шаг BTS после многолетней разлуки. Из аэропорта Инчхон в Сеуле Ким Тэ-хён и остальные 6 участников RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Чонгук отправились в долгий путь в Европу. Их маршрут включал пересадку в сверкающем центре Дубая, после чего они продолжили путь в Лиссабон, Португалия. Общее время в пути составило почти 20 часов, изнурительный марафон с очень ограниченным отдыхом между пересадками, которые давали не более нескольких часов, чтобы перевести дух, пересесть на другой самолет и двинуться дальше. Для большинства людей подобное путешествие истощило бы все силы, оставив их в состоянии полного изнеможения.
Смена часовых поясов терзала их разум, мышцы болели от неестественных изгибов кресел эконома, хотя для них это была личная роскошь, но все же ограниченная. Постоянный гул двигателей, рециркулируемый воздух, насыщенный запахом авиационного топлива и спешно приготовленной еды – все это сломило бы обычного путешественника. Но для BTS, и особенно для Ким Тэ-хёна, это было частью ритма, с которым они жили долгое время. Быстрый, напряженный и редко оставляющий пространство для дыхания. Они бесчисленное количество раз пересекали земной шар – стадионы в Лос-Анджелесе, фестивали в Лондоне, встречи с фанатами в Токио. Каждая поездка была свидетельством их несокрушимой выносливости. И все же эта поездка ощущалась иначе, пронизанная тяжестью воссоединения и предвкушения. Фотографии, быстро распространявшиеся в социальных сетях тем утром, мгновенно привлекли внимание всего мира, вызвав цифровой пожар, который распространился из Twitter, теперь X, в Instagram, TikTok, Weverse и другие социальные сети. В считанные минуты хэштеги BTS to Lisbon, Тэйхён Airport и BTS Reunion вышли в мировые тренды. Лица, некогда известные по грандиозным сценам, где они покоряли арены, заполненные 80 тысячами восторженных фанатов под пиротехническим небом, теперь предстали в более человечном виде. Слегка усталые глаза, затененные легким фиолетовым оттенком недосыпа, плечи, слегка обвисшие от усталости, толстовки, застегнутые на молнию, чтобы защититься от холода аэропорта. Шаги, которые не прекращались, даже когда тело шептало мольбы о передышке, всего лишь ради одной мамы. Он хотел присесть и подышать свежим воздухом. Однако среди всех Ким Тэ-хён выглядел иначе, выделяясь словно безмятежный маяк среди бурных волн. Его выражение лица оставалось спокойным, словно маска тихой уверенности, которую не могли пробить никакие вспышки света. Он стоял прямо, спина была ровной, словно выровненной невидимой силой. Усталость лишь слегка касалась его тела, никогда по-настоящему не затрагивала его сущность. Фанаты рассматривали каждый пиксель, как его темные волосы ложились под кепку, едва заметная линия губ, намекающая на тайную улыбку, глаза, которые смотрели на толпу не с опаской, а с искренним теплом. Чтобы понять это, нужно углубиться в сущность Тэ-хёна. Родившись 30 декабря 1995 года в Тэгу, Южная Корея, Ким Тэ-хён вырос в сельской местности, в окружении простых ритмов природы, рисовых полей, колышущихся на ветру, стрекотания цикад летом, тихой интроспекции сельской жизни. В 2011 году он присоединился к Big Hit Entertainment, ныне HYB, в качестве стажера, будучи замеченным после случайного выступления в своей школе. С этих скромных начинаний он поднялся до мировой славы, но всегда сохранял свою простоту и непритязательность. Его сольные работы, такие как «Layover» в 2023 году, продемонстрировали проникновенный баритон и художественную глубину, а его игра в дорамах намекала на многогранность, скрывающуюся за фасадом айдола. Теперь, после службы в армии, завершившейся в июне 2025 года, он вернулся не измененным человеком, а закаленным временем. Но Тэ-хён был не единственным в центре внимания в тот день. Была одна небольшая деталь, которая не ускользнула от внимания фанатов, особенно армии, чья внимательная преданность моментам легендарна. Всегда чутко считывая язык тела на протяжении всего путешествия, от первоначальной давки в аэропорту до залов ожидания, от проходов в самолете до терминалов прибытия, Ким Тэ-хён почти всегда был замечен с Чонгуком. Ни наигранно, ни в позах, специально созданных для камер, ни в тех постановочных шиппингах, которые так любят раздувать таблоиды. Нет, они стояли рядом естественно, шли бок о бок синхронной походкой, сидели, ожидая друг друга в гостиных, деля пространство настолько естественно, что это было тепло, словно надеть любимый свитер в холодный день. В условиях усталости от долгого путешествия единство Тэ-хёна и Чонгука стало своего рода эмоциональным якорем, укрепившим их перед неумолимым потоком поездок.
Несколько коротких видеороликов, снятых фанатами дрожащими руками и с помощью зум-объективов, показали, как Чонгук слегка поворачивает голову в сторону Тэхёна, когда они идут по коридорам Инчона, следя за тем, чтобы их шаги оставались синхронными. Был момент, пересматриваемый миллионы раз, когда Тэхён отстал на полшага, возможно, погруженный в свои мысли, и Чонгук, сам того не осознавая и не останавливаясь, инстинктивно замедлил шаг. Небольшие движения, почти незаметные для неподготовленного глаза, но достаточные, чтобы вызвать у фанатов тихую улыбку и слезы в комментариях. Это братство. Тэкук навсегда. Они защищают друг друга. Давайте разберемся со стороной Чонгука. Чон Чонгук, золотой макне, родился 1 сентября 1997 года в Пусане. С 15 лет он упорно тренировался и дебютировал как главный вокалист, ведущий танцор, рэпер и центр группы BTS. Его сольный альбом Golden 2023 доказал его универсальность от поп-хитов до баллад. После службы в армии, демобилизован в декабре 2025 года, он стал более подтянутым и мудрым. Их связь восходит к временам стажировки. Чонгук боготворил свободолюбивый дух Тэхёна, а Тэхён находил утешение в преданности Чонгука. Перелет в Дубай стал своего рода коконом. Внутри частного самолета, зафрахтованного для обеспечения приватности, участники устроились поудобнее. РМ погрузился в книгу по истории Португалии, Джин отпускал шутки, чтобы разрядить обстановку. Шуга дремал с наушниками. Джей Хоуп листал заметки по хореографии. Чимин и Ви тихо болтали. Ви делал наброски в блокноте. Чонгук разминал ноги, время от времени игриво задевая ногу Тэхёна. Пересадка в Дубае была единственной настоящей паузой в этом путешествии, мимолетным перерывом в роскошном хаосе одного из самых загруженных аэропортов мира. Терминал 3 Дубайского международного аэропорта раскинулся словно футуристический дворец. Мраморные полы сверкали под хрустальными люстрами, водопады не спадали в бассейны Infinity, роскошные магазины предлагали бриллианты и дизайнерские сумки уставшим путешественникам. Воздух был наполнен ароматом уда и кофе из близлежащих кафе, что резко контрастировало со стерильной эффективностью Инчхона. BTS прибыли около 4 утра по местному времени. Их частный самолет вырулил к неприметному выходу, телохранители выстроились в фалангу, когда они выходили. Тэхён первым вышел в душный ночной воздух, натянув черную кепку низко и плотно прижав маску к лицу. Сразу за ним последовал Чонгук с дорожной сумкой через плечо и толстовкой, застегнутой до подбородка. Остальные участники шли следом. РМ в своих фирменных очках и с рюкзаком, набитым книгами. Джин, как всегда, красавец, в безупречной рубашке, несмотря на час. Шуга, сонно переминающийся с ноги на ногу, с капюшоном, надетым на голову. Джей Хоуп, полный энергии, уже достал телефон для селфи. Чимин, коротко взяв Ви под руку, что-то прошептал, отчего Тэхён тихонько усмехнулся. Ви кивнул в ответ. В вип-зале, уютный уголок с мягкими кожаными креслами, неограниченным количеством шампанского и отдельными душевыми, наконец они выдохнули. Тэхён занял угловой диван, вытянув ноги, козырек кепки отбрасывал тени на его глаза. Он достал небольшой блокнот, карандаши тихонько скользили по бумаге, пока он рисовал абстрактные фигуры, вдохновленные арками аэропорта. Чонгук плюхнулся на сиденье рядом с ним, не касаясь, но достаточно близко, чтобы их плечи соприкасались, когда он ёрзал. «Хён, ты в порядке?» – пробормотал Чонгук тихим голосом, чтобы избежать вездесущего персонала. Тэхён поднял взгляд, прищурив глаза поверх маски. «Всегда, Куки. А ты?» Этот перелет был ужасным. Чонгук слабо улыбнулся. «Нет, я в порядке. Просто думаю о Лиссабоне. Пляже, Паштейш-де-Ната и никаких расписаний в течение 5 минут». Они рассмеялись, как в общежитиях стажеров в 3 часа ночи, когда они репетировали танцы до крови. Позже фанаты собрали воедино видео. Чонгук бросает на него взгляд, слегка улыбаясь.
Тэхён в ответ наклоняет голову. В гуле гостиной не было слышно долгих разговоров, но одного их присутствия было достаточно – молчаливый договор. Для давних поклонников BTS близость Тэхёна и Чонгука не была чем-то новым. Тэкук-моменты были повсюду в их истории. Победа на MMA в номинации «Лучший новый артист» в 2013 году, когда Чонгук держался за руку Тэхёна. Тур Wings 2017 года, где они слушали музыку в одном наушнике в самолете. Синхронное выступление на красной дорожке Грэмми в 2022 году, даже трансляции Weverse после службы в армии в 2025 году, где Чонгук общался с Тэхёном по FaceTime из казармы. Но в этом контексте, долгом, изнурительном пути, полном глобального давления, их связь казалась более реальной, более зрелой. Это была уже не история двух молодых кумиров, взрослеющих вместе, подростков, пробирающихся сквозь минное поле славы, а история двух взрослых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, которые пережили так много – скандалы, пандемии, военную службу, сольные карьеры. Они пережили почти банкротство Big Hit, ядерную напряженность 2018 года, из-за которой отменили концерты, и ковид, изолировавший их на годы, и они все еще решили идти бок о бок, как якорь в условиях неопределенности. Тем временем в лаунже кипела жизнь. RM обсуждал философию с Джином за эспрессо. Хён – история Лиссабона, эпоха великих географических открытий. Васко де Гама – это соответствует теме путешествий, Вариранг. Джин парировал. «Оставь это нам, Джун, я здесь ради еды». Шуга заснул, но перед этим загадочно написал в Твиттере: «Транзитная жизнь, скоро Европа, хэштег BTS». Джей Хоуп снял короткий танцевальный клип, чтобы взбудоражить армию, и Чимин присоединился к нему, демонстрируя безупречные движения. Фанаты у выхода из аэропорта, которым был запрещен доступ в лаунж, пришли в восторг, ведя прямую трансляцию и строя предположения. Социальные сети взорвались. Тред в Твиттере от @TaeKookDaily набрал 500 тысяч лайков. Тред «Все моменты Тэйкука от Инчхона до DXB». 1 из 50. Этот поворот головы – защита. Видео в TikTok, отредактированные под ремикс «Still With You», набрали 100 миллионов просмотров. Индонезийские армии в Медане, как и вы, возможно, не спали до рассвета по индонезийскому времени, обмениваясь эмодзи в виде фиолетовых сердечек. По прибытии в аэропорт Умберто-дель-Гадо в Лиссабоне тем утром, 8 февраля по местному времени, после очередного перелета, все мгновенно превратилось в международное зрелище. Аэропорт, расположенный на берегу реки Тагус, гудел от предвкушения. Фанаты расположились лагерем с самого рассвета, португальские армии размахивали светящимися палочками, развивались корейские флаги, журналисты из Йонхап, Билборд, RTP заполнили зал прибытия. Когда семеро вышли, раздались громогласные возгласы. RM дипломатично помахал рукой, Чимин послал воздушные поцелуи, Шуга спокойно кивнул, Джей Хоуп подбадривал толпу, Джин позировал, Ви был спокоен в черной кепке, а Чонгук был полон энергии и адреналина. Ким Тэхьон снова оказался в центре внимания. Его кепка, предположительно от Balenciaga, уличная одежда, более $600. Наряд – минималистичный топ в стиле целин, маска премиум-класса. Но функциональность важнее моды, защита от посторонних глаз. Чонгук рядом с ним уставший, но уравновешенный. Непринужденная привязанность, так процитировали фанаты. Когда солнце опустилось над древними холмами Лиссабона, окрашивая золотистыми оттенками реку Тагус, Ким Тэхьон замер посреди этого вихря. Камеры жужжали, расписание маячило на горизонте, но в этот миг мир замер. Февраль 2026 года, тихий шаг, пронесшийся сквозь души, напоминает нам: истинная сила заключается не в шуме, а в размеренных шагах бок о бок. От огней Инчхона до затишья в Дубае, от объятий в Лиссабоне до песни «Ариранг» BTS идут вперед. Спокойная аура Тэхьона, теплая опора Чонгука, нерушимая семерка — они учат нас ценить человека за легендой. Молитвы армии возносятся: здоровье, отдых, радость. Это путешествие продолжается. В этом безумном мире пусть каждый из нас найдет свой мирный ритм,
Спокойствие тоже сотрясает мир. Навсегда. Затухание в фиолетовом небе. Конец? Нет, только начало.